меня было видно. Ну все, ребята, вы на моей кухне, со мной вместе, чуть папайю достал кто-то. Сейчас будем делать окрошку, подготовьте квас, кефир, йогурт, яйца, зелень, картошку. Я только вот сварил картошку, представляете, мультиварки. В мультиварке сварил картошку. Сейчас мы будем все нарезать. Вот сюда будем нарезать. Сейчас. Вот сюда будем нарезать, чтобы было видно. Так, смотрите, подсочим ножи сначала. Люба, можешь залазить. Можешь, Аннушка, еще принести микрозелень редиски? Да. Вот так вот точить нож. Могу, кстати, научить мутатам. Кому интересно, кто не точил никогда. Очень хорошо точится. Одно время я точил вот так, правильно, типа, говорят. Но я себе один раз так порезал палец, вот так вот соскочил нож. Поняли, когда я вниз точил. И так распорол палец жестко. Я решил, буду точить от себя. В принципе, эффект тот же самый. Так, открываю мультиварку, вот она. Спускаю воздух. Я еще так не варил. Я одновременно в мультиварке сварил яйца, курицу и картошку засунул. Представляете? Яйца в мультиварке я еще не варил. Потому что надо было быстро. Перед эфиром. О, как красиво. Как суп получился, да, Люба? Да. Смотрите, ребята. Вау, как суп получилось. Да. Круто. Так. Получилось как суп. Так. Я тоже буду в кадре. Ты тоже будешь в кадре, да? Вот так вот удобно. У меня тут такая комнатка отдельная, ребята, в которую я хожу что-то брать. И опять я что-то потерял. Чипчики пропали. Вот она. Вот я сварил, ребята, наше филе. Сразу первым делом достанем все. Как оно в мультиварке набухло. А сверху я положил специю хмели сунели, которую сделал сам. Кстати, ребята, научу вас сделать специю хмели сунели. Уже есть видео, осталось только его смонтировать. Кориандр мы уже сделали. А хмели сунели мы еще не делали. Воду. Сейчас, вот так вот буду 100 раз еще бегать в эту комнатку. Я люблю туда бегать. Сейчас, вот, ребята, яички в холодную воду, как помните. Кстати, в мультиварке очень хорошо варятся яйца, не ожидал, сварились супер. И тут у меня в холодильнике такая опция есть, лед добавлять. Короче, встроенный в холодильник ледогенератор, обалдеть. Я такой довольный, как слон. И картошку достаем. Так, опять щипчики потерял. Вот так вот я постоянно что-то теряю, ребята. Где немножко щипчики, которые мне доставал только что курицу? Ребята, где щипчики, которые мне доставал? А, вот. В мойке. Ну вы мне, если что, подсказывайте что-то. Так. И смотрите по картошке, какой прикол. Я сразу сделал надрез напополам. Знаете этот финт? Когда варите картошку, по кругу ее разрезаете, вот если вам видно. Видите, какой разрез глубокий? А потом просто легко будет снимать шкурку. Это я ее напополам разрезал картошку. А если круглая целая, вы вот так по кругу делаете надрез ножом. И все, потом легко достать. Потом легко снять шкурку. Прям очень легко. Вы увидите, сейчас я буду ее снимать, она сейчас чуть остынет. Все. Супчик убираем в сторону. Наши яйца вот с ледиком стоят. Вода и лед. Вода и лед. Мама сейчас тебе даст. Мам, дашь, Любочке? Воду и лед. Да. Квас готов. Поставьте плюсики, ребята, если видите, цифру 1 забыла, если видите меня, цифру 2, если слышите. Ты, Аннушка, посмотри, там циферки сейчас будут. Любочке воду сначала, сейчас, Люба, я тебе дам. Тебе в кружечку, Люба, да? Тебе в такой стаканчик? Скай, какой скай? Нет, скай бутылочка. Так, ребята, погнали, в общем. Огурец, картошка, яйца, филе. Редиски у меня нет, я беру микрозелень редиски. Соль, горчица, квас, кефир. Или вместо кефира у меня будет йогурт, потому что тут в Мексике кефира нет. Будет йогурт и минеральная вода.
я купил 1, 2, минеральную 1, воду. 2. А? 1, 2, 1, 2. Все, все видят, все слышат. Вообще, это такие я эфиры еще не делал. Давайте потихоньку все нарезать. Пока наша картошка остывает, будем нарезать. Любочка ледики делает. Нарезаем огурец. Расскажу вам лайфхаки по огурцу. Опять побежал вот этому. Что ж тут хотите? Как-нибудь покажу вам эту свою комнату. Туда заходишь и потеряться можно. Нарезаем. Я убираю шкурку, она мне не нравится. Ну, когда где-то чуть-чуть осталось, ничего страшного. А так вообще. Бывает огурцы, она колючая на огурцах вообще, эта шкурка. Все. И смотрите, я всегда делаю мусорничек себе. У меня всегда есть мусорничек. Вот мой мусорничек. Я его люблю держать вот так вот рядом. Типа, чтобы не бегать постоянно мусор, а потом раз пошел, все и выкинул сразу. То есть приготовили мусорничек себе. Режем огурцы. Смотрите, огурцы как я режу. Я середину не использую. То есть я как кабачок где-то показывал вам, вот так вот обрезаю. И вот эту ватную середину, где куча семян, ну никакую, я ее выкидываю. Не нравится мне середина. Ну, на этом сорте огурцов. Огурцы бывают разные. Тут в Мексике вы видели, какие здоровые огурцы, как дилбе. Поэтому я середину выкидываю, да. И нарезаем кубиком, ребята. Давайте тоже там досточки у себя. Погнали, кто быстрее нарежет. Так, хорошо. Опа. Все, то есть мы нарезали такими вот полосочками. А теперь метод лодочка. Видно вам, наверное, знаете, лодочка метод. Это когда вот так, вот так, вот так. Это самый топчик. И пальцы ходят по, нож ходит по пальцам. Напишите в комментариях, умеете ли вы резать. Может, я для вас сниму лайфхак, как резать правильно. Типа пальцы ставить к ножу вот так, чтобы не порезать. И пальцы мы чуть-чуть загинаем, что нож никогда пальцы не порежет, получается. Если он упирается сюда, и пальцы загнуты сюда, то есть, ну там, смотри в сторону, что бы ты ни делал. Если нож ходит здесь, ты никогда не порежешься. Вот такой прикол, поэтому повара его и используют. Все, нарезаем лодочкой. Раз, 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 раз. Помельче, помельче режем. Крупно не надо, окрошка не любит крупно. Я не люблю, когда крупно нарезают в окрошку, да и никто не любит. Должно быть все меленько, четенько. Быстро бывало готовили повара, в блендере перебивали, есть такие блендеры, кубиком режут. Тоже вариант, тоже вариант. Так, вот она наша миска, куда мы все будем складывать. Огурец полетел. Югу. Огурец порезали. Так. Огурец порезан. Теперь, ребята, вы режете редиску. Какой вкусный огурец. А я порежу микрозелень редиски. Сейчас буду резать яйца. Вот они уже почти остыли. И картошка. Так, все есть. Мусор к мусору. Теперь режем редисон. Редисон я режу ножницами, а вы режете ножичком. Я прям вот так вот сюда. Вот так, микрозелень редисочки. Хотя нет, пошинкую ее чуть-чуть. Что-то она крупно как-то отпадает. Стоп, ё-моё, это ж горчица. Ну ладно. А это горчица, ребята. Ух, какая острая. Но горчица под окрошку великолепно. Мы даже будем добавлять горчицу в квас и в кефир. Ну, это я на кухне научился. Дома у меня мама никогда горчицу не добавляла. А когда я уже в ресторанном бизнесе начал работать, там чуть-чуть горчицки, желточек растерли, мы еще желточки добавим отдельно. Добавили там то, вот эти все финты, я уже их там увидел. Ну, сейчас вам их покажу. Так, вы нарезаете редиску обычную, кубиком таким меленьким тоже, нашинкуйте, попки срежьте, там, промойте от земли ее, чтобы на зубах не хрустело. И нарежьте тоже. На 4 порции где-то, ребята, возьмите такую жменю редисок. Ну, если они вот такого размера, то штук 8 где-то возьмите. 7, 8, 10 можно. Все, микрозеленушку нарезал. Это еще буду резать. Есть. А вы редисочку нарезайте. Я редиску тут не нашел. Бывает, она тут появляется в магазинах. Ну вот, прям перед окрошкой я что-то такое за редиской пошел, а ее раз и нет. Разные сезоны. Манго, куча всяких приколов других там.
мамай, всякие фрукты такие прикольные, которых я не видел никогда, вот тут увидел. А редиски почему-то нет. Все, редиску я укладываю. Вот. Еще я не люблю, когда на столе грязно. Это у меня с поварства меня научили старые повара, что Ваня, твое лицо, твой стол это твое лицо. Поняли? Это реально так и есть. Что-то поработали, где? Уберитесь. Потому что потом что-то резко тебе надо делать, эта зелень начнет клеиться туда, куда не надо. Ты еще больше будешь напрягаться и время отнимать. Прикол такой, грубо говоря. Я засранец сам по себе. Но стараюсь все равно чуть-чуть поддерживать чистоту. В основном глаз повара видно, когда ты подходишь к нему на работе или где-то, или он в процессе каком-то. И ты видишь вокруг него срачильник такой. Это на любой профессии так, когда человек, там, я не знаю, мастер СТО, ремонтирует машины, и ты к нему привез свою машину, и заходишь к нему в цех, и видишь, что там именно бомжатня, ну там все раскидано, у него на столе маленький кусочек, где он что-то делает, и тут горы инструментов, всякой херни личной, ты понимаешь, ого, дядя, да ты вообще еще тот мастер, оказывается. Вот примерно так и у поваров. Так, следующий момент, яйца, ребята. Как чистить яйца? Мы их вот так вот ломаем, ну, чистить яйца я вам, наверное, рассказывать не буду. Максимально поломали и чистим. Видите, после холодной воды слазит офигенно. Я еще ледика добавил. Просто вот слазит одним движением. Все четко. Посмотри, Аннушка, что люди, какие комментарии пишут. Чтоб я знала, где это смотреть. Там значок есть комментариев, кажется. А вы, ребята, напишите какие-то комментарии, чтобы мы их увидели. Вдруг вы ничего не пишете. Шеф, привет. Артем Свалов. Артем? Угу. Ага. Это хорошо, ребята, что все собираются. Доброе здравие, шеф, пишет Андрей. Смотрите, ребята, Андрею привет передаешь? Да, Андрей, привет. Всем привет, ребята. Давайте здороваемся с друг другом. Желтки с яйца убираем. Желтки мы отдельно там добавим, я расскажу как. Чтобы они не кусками летали, а растворились четко в кефире или в йогурте, или в квасе. Вместе с горчицей мы, короче, перебьем их. Вот эту фишку я узнал в ресторанной сфере. Потому что до этого мама просто все, яйца резала. Даже такие штучки есть, сеточки, знаете, прикольные, они мне нравятся. Ну, с яйцом все просто. Полосочками так же само порезали. Ну, вот так. Раз. Видно доску, ребята, мамушка? Видно, да. Да? Может быть, будем прямые эфиры потом делать одновременно один телефон вот здесь, чтобы сюда падал. Типа вы там в ТикТоке или в Ютубе смотрите увеличенный вид, а в Инстаграме полный вид кухни. И у вас два гаджета включенных, и вы видите вот доску прям, да, прикольно я придумал. Понимаешь, о чем я, Аннушка, да? Да, как тут человека удалить из чата? А что он там флудит что-то, да? Да, про Украину. Есть там такие. Удалить из прямого эфира. Это ты из Ютуба или откуда? Из Инстаграма. Да, удали и заблокируй. Да, я понимаю, ребята, сейчас такая ситуация, что у многих нервы сдают. Но я уже задолбался им всем объяснять, что я тоже помогаю, там то. И Что ты бизнесы в России что я бизнесы закрываешь. позакрывал, что я там всем вокруг помогаю, бесплатно выдаю зелень. И на каждом шагу им отчитываться, ребята, вот я забыл перед вами отчитаться, вот, и перед вами забыл. Вам список весь, что я делаю, выложить, чтобы вы на меня не нападали. Я подумал, да ну вас нахрен, я просто их удаляю, потому что я понимаю, что там они даже друг на друга внутри помогают друг, короче. Там уже началось, это жизнь, это нервы у людей, это понять можно. Все, яички нарезали, ребят. Не будем делаем окрошку, надо думать про хорошее. Ну, мою политику вы поняли. Просто когда всем не получается ответить, и люди думают, вау, ты там... Ну, короче, отдельная тема. Все. Теперь давайте подрежем лучка или зеленушки какой-то. У меня только лучок, вот, укропа нету, но у меня была там микрозелень. Я вот подрежу лучок сейчас. Вы, ребята, подрежьте
Ну спроси, есть ли звук, как в YouTube? Есть ли звук, ребят, в YouTube? Это должен быть. Если звук есть, поставьте плюсики в YouTube. Тут мы сейчас снимаем, ребята, на 2 камеры. Одна в YouTube эфир идет. Вы можете, кстати, зайти на канал Зеленый Шеф, рецепт, и увидите там эфир. А одна в Инстаграме. Еще хотели ТикТок подсоединить, но у нас ТикТок пока что маленький, только вот позавчера его запустили, но уже есть видео 100 тысяч просмотров. Круто. И там люди пишут, я буду олдом, я еще неопытный тиктокер, думаю, что за олдом, а потом понял, это олдом в смысле, ну, первым подписчиком. Олды это те, кто, когда у тебя уже канал 1 000 000, и олды это те, кто, типа, первая 1000, типа, я олд, я еще его помню, когда у него было 35 подписчиков. Привет из Швейцарии. Ой, Швейцария. Артуру. Круто. То есть поняли, ребята, мы нарезали огурчик, нарезали яичко, нарезали зеленушку, нарезали редиску. Есть, вместе делаем. Теперь давайте, что там, картошечка чуть остыла у нас. Скажи Сергею, что ты ему ответишь в директ. Отвечу Сергею в директ. Всем отвечу. Стараюсь, ребята, всем отвечать. Положу чуть ледика тут. Стараюсь, ребята, всем отвечать. Не всегда успеваю, бывает, потому что, ну, много вопросов на самом деле. Так, картошку, видите, я ее вот так вот на примере этой покажу. Надрез сделал, когда варил, вот надрез на картошке. И она по этому надрезу треснула. И по этому надрезу вот легко снимать шкурку, смотрите, раз. Вот плюс этого надреза, смотрите, я 2 движениями снял целый кусок шкурки. А если бы у вас была картошка круглая, вы бы вот так вот и пол картошки сняли одним движением. Очень прикольно. Очень прикольно. Привет на Урал Олегу, Андрею, привет в Кемерово. Привет всем, ребят. Так, все, одну картошечку почистили. Поняли? Вот этот круговой надрезик дает, ребята, вот он, опять же повторюсь, вот он круговой надрез. Просто, ну, бывает картошка из-за надреза ломается, но когда она целая, у вас не ломается. Я ее порезал вдоль, потому что в мультиварке, чтобы хорошо сварилась картошка, она должна находиться в воде. А с крана воду тут нельзя, ребята, использовать в приготовлении пищи. А у меня в баллоне вода закончилась, чуть-чуть воды я вон там с холодильника набрал воды, в ней сварил. Тут в холодильнике вода, ледогенератор прикольный. Видимо, из-за того, что жарко часто, тут это распространено. У нас я как-то этого мало видел, чтобы в холодильниках. Ну, вот она моя мусорка. Чего вы мне не напоминаете? Чтобы в холодильниках была вода, вот там этот лед делался. Тут все время лето, и поэтому это в порядке вещей. Типа, у тебя холодильник без воды, без льда, отстой. Типа такой тут расклад. Я заметил, что у всех, даже там супер бюджетное жилье, там еще что-то, но в холодильнике вода и лед по-любому есть. Так, все, картошечку, ребята, почистили, теперь подрежем. Так, я еще добавлю. Картошка на самом деле хорошо в ухе играет, с квасом, с зеленушкой, просто бомба. И картошку я отварил с лавровым листом. Вот что-что, а картошка любит лавровый лист. Прям вот любое блюдо с картошкой, ребята, делайте лавровый лист. И в приправу хмели сунели идет картошка. Ой, картошка. В приправу хмели сунели идет лавровый лист, перебивается. И поэтому там картошка, вот овощи, все супер с хмели сунели. Я заметил сначала прикол хмели сунели, потому что картошка хорошо с ней. А потом понял, что значит из-за лаврового листа. Так, ребята, нарезаем. У меня получилось так, что картошка еще не остыла, я режу ее немножко на теплую. И поэтому она немножко покрошится. Но ничего страшного, ребят, это будет даже лучше. Старайтесь на кухне думать, что все моменты, когда что-то идет не по плану, это значит будет еще лучше. Потому что вы знаете, что все открытия кухонные происходили тогда, когда шло что-то не по плану. Реально. Вот даже, знаете, расскажу вам историю, сыр Филадельфия, вот этот, который модный. Это тоже пошло не по плану. Человек варил сыр, студент ночью, в сыроварне.
Еще-то он то ли сонный был, то ли выпивший, то ли, ну короче, накосячил, пошло не по плану. Он там добавил много молока, что-то не отцедил, короче, жидкости получилось много. И сыр получился жидкий. Ну, на тот момент еще не делали такие жидкие сыры, чтобы прям на хлеб мазать, как плавленый сыр, ну как сыр Филадельфия. И хозяин лавки пришел утром и смотрит, сыр жидкий, а там чуть ли не, там сегодня, вчера ночью делали сыр, и там завтра его продавали, свежий молодой сыр, что-то типа того. А люди-то приходят, что им продавать? Ну и хозяин лавки решил выкрутиться, говорит, вот смотрите, мы сделали новый сыр, он такой жиденький, прикольный, можно на хлеб мазать, он его подсолил, там, ну, до вкуса довел, типа, все класс, ну, жидкий, типа, вот как зубная паста. Привет, Львова. Все такие, типа, а где, а что, ну, ладно, давай этот жидкий сыр, что делать, сыр-то надо есть, брать. И начали брать у него этот жидкий сыр. Он, конечно, раздолбал этого студента, что ты мне тут устроил, там, чуть ли не уволить его думал за жидкий сыр. А потом люди начали приходить в тот же день, говорят, а дайте нам еще, нам так понравилось, мы на хлеб намазали, мы то. И он к этому студенту говорит, а как ты так сделал жидкий, давай еще раз сделаем, понимаете? То есть неудача превратилась в удачу. И они стали знаменитые на весь мир, эта история происходила в штате Филадельфия, вот, и поэтому сыр назвали Филадельфия. Ну, вот такая вот история неудачи, которая стала удачей. И так же самое на кухне. Так, все, картошечку нарезаем. Класс. Ваня, привет из Тамбова. Из Тамбова? Да. Ну, привет. И из Львова. Из Львова. Сколько городов? Сколько городов? Вот мне нравится, что интернет нормальных людей объединяет. И пофиг, с какой вы страны, на каком языке говорите. Главное, что вы добрые, хорошие, это самое главное. Так, картошечку порезали, ребята, укладываем в нашу мисочку. Вон, можешь снять, Аннушка, как оно красиво смотрится все. Картошечка, яички, огурчик, зеленушка, редисочка. Сейчас еще нарежем курочку в середину. Картошечки получается чуть больше. Ну, это такой, ребята, и вот в рецептах всегда чуть больше картошки идет. Типа как бы сытность повышает. И она очень хорошо в окрошке на самом деле. Вот картошка классный ингредиент картошки. В окрошке. Так, протираем все. Люблю пользоваться этими бумажными полотенцами. Привет из Чернигова, Сергей. Привет, Сергей. Спасибо, ребята, что приветствуете. Так, теперь нарезаем наше куриное филе. Так, сотрем специи эти. В окрошке нам они не надо, они пропитали уже. Нарезаем. Тоненько опять же. Курс нарезки напишите, ребята. Хотите, вот у меня 2 последних видео в ютубе вышло, посмотрите. Одно, как нарезать лук, а второе, как нарезать вот что-либо. То есть такой прикол, что когда вы режете вот так, типа, это неправильно. Вы тупите нож и так тяжело резать. Надо резать вниз и вперед. 2 движения. Вниз и вперед одновременно. То есть вот так по диагонали вы двигаетесь. То есть вы не так двигаетесь, не режете, а вот так по диагонали. Получается, вот. И резать легче, вы прям заметите, прям нож как в масло входит, когда по диагонали двигаетесь. И все пробуйте. Режете картошку, попробовали. Яйца режете, попробовали. Колбасу режете на окрошку там, или как я, куриное филе, попробуйте. Я вот, когда шеф-поваром активно работал, и там был момент, что управляющий ресторана, ну, это у шеф-поваров частая тема, борьба управляющего ресторана с шеф-поваром, с поваром, это типа вот в ресторанах, скажу вам, кто не знает, всегда такое война, тихая такая, ну очень часто, прям, я не знаю, в 70% ресторанов, тихая война между персоналом кухни, шеф-поваром, вот, поварами, там, помощниками, ну это один лагерь, а второй лагерь это работники зала, типа официанты, администраторы и управляющие, он типа ближе к ним, потому что он все время в зале тусуется, с админами разговаривает.
рецепты он не знает, доверил все это шеф-повару и в дела официантов лезет. И разделяется на два лагеря вся эта тема. Вот. А бармены, они такие посредники. Бармены и покушать любят, и типа в зале общаются со всеми там, с персоналом. И они как бы такие миротворцы, бармены наливают всем. Бармены всегда между. То есть третье государство, которое и с теми дружит, и с теми. Вот. И мне как-то управляющий, типа, что твои повара, я тут по камерам смотрю, камеры ж на кухне. Постоянно что-то режут, съели. Они ж там пол кухни съедят. Я говорю, смотри, они не едят, они пробуют. Что это кусочек, что он наелся этим кусочком? Ну, к примеру. Он попробовал, говорю. Это очень важно. Вы же хотите, чтобы все блюда были вкусные, соответствовали. А как можно выдать блюдо, не попробовав его? Понимаете? Или, говорю, повар делает какой-то салат там большой на банкет или еще что-то. Нарезает там яйца, а оно протухло яйцо, а он не попробовал. Или нарезает курицу вот эту, а ее там кто-то делал и вместо соли насыпал соды. И у нее такой вкус вообще невозможно есть. А он сейчас возьмет эту невкусную курицу, добавит в общий салат, все перемешает, и весь салат придется выкинуть. И поэтому я говорю поварам, пробуйте. Вдруг какой-то косяк, вдруг какая-то проблема, чтобы вы сразу ее заметили. О, Ваня, смотри, курица недосолена. Я уже посолил, она у меня солененькая, вкусная. А если повар бы попробовал, Вася вчера готовил, забыл посолить курицу. Взял, разложил, посолил, перемешал, добавил, понимаете? Исправил проблему. Или наоборот, она такая пересоленная, невозможно есть. Взял курицу, в воду положил, она поставила 5 минут, на сито слил, с водой соль ушла, раз положил в салат, исправил ситуацию. Вот почему надо пробовать. И дома делайте так же, ребята. Дома делайте так. Люба! Так, хи-хи-хи-хи-хи. Люба, попробуешь кушать мясо? Нет? Люба у нас, ребята, кстати, вегетарианка, сыроедка, как это называть. Ест бананы, мясо не любит, иногда рыбу ест. Да, Люба? Да. Все, я нарезал, ребята. Сейчас приступим к основному ингредиенту. Ну, во, у нас сколько окрошки, Аннушка. Придется звать гостей. Смотри, сколько. Целая миска. Есть кто-то из подписчиков в Мексике? Есть кто-то из подписчиков в Мексике, ребята? Приходите, сейчас у меня будет полная вот эта миска окрошки. Но мы не будем сразу делать, знаете, как делают, все залили. Но это если бы сейчас бы тут у меня стол был бы, и вы бы тут все сидели, ребята, передо мной, то я бы залил бы и сразу бы разлил бы всем. А так как я там приглашу гостей, допустим, через там 2 часа, 3, то я уже буду по факту им наливать отдельно квас и добавлять по ложке всего, замешивать, ну поняли, чтобы оно не раскисло, чтобы в квасе были газы. Потому что мы когда делали квас, а напишите, ребята, вы какой квас? Так, поправьте меня, все ли я добавил? Огурцы, колбаса или филе, картофан, яйца, редиска, зеленушка. Ничего не забыл, на вроде бы. Напишите, ребята, если я что-то забыл в комментариях. Сейчас берем квас, берем все остальное и начинаем делать замес. Сейчас возьму стеклянную мисочку еще одну. Специально для YouTube канала купил стеклянные мисочки. Ну, спроси подписчиков, где готовить, с видом на море, в саду или на кухне. Вот жена спрашивает, где лучше готовить? С видом на море. Вот, можем развернуть вам, давай покажем. Что не можем понять. Вот там вот поставить стол, и типа, чтобы было видно камера и все. Или вон туда, вдаль. Тут, кстати, пасмурная погода у нас сегодня. Вот. Типа, чтобы было веселее смотреть. Или вот как на кухне. Светочка у нас, видите? Так, Аннушка, выставляй, как было. С видом, конечно, пишут. Ну все, значит, будем делать с видом. Эту камеру тоже выставим. Да, сегодня не смогли из-за ветра. Да, из-за ветра не смогли. Сегодня у нас сезон ураганов начинается. И тут такие даже... А желтки, ребята, вот, отдельно. Сейчас мы их будем делать в замес. Так, теперь
Все готово. Теперь достаем, ребята, квас. Тебя спросили про желтки, да? Да, вот желтки, я их добавлю в квас или в кефир. На чем делать, ребята? На чем вы делаете окрошку? На квасе или на кефире? Напишите. Я достаю квас. Вот он мой квас. Смотрите, как раздуло от газа в бутылку. Это вот бутылка, ребята, из-под яблочного сока. Вот она в оригинале, а вот ее раздуло от кваса. Видите, какая жесть? Поняли прикол? Я все время открываю холодильник и боюсь, что как сейчас рванет, меня забрызгает всего квасом. Люба, вот она бутылка, и он бетонный именно. Раздутый от кваса. Это яблочный сок. То есть как ее раздуло? Ну держит давление. Молодцы мексиканцы. Качественно сделали. Теперь, ребята, что делаем дальше? Берем соль. Берем перчик. А перчик не надо, у нас горчица есть. Берем столовую ложку. Берем сразу тарелки. Потому что напрягает. Ты будешь немножко окрошку? И Люба будет, да? Я пока нет, я буду кофе. Кофе будет? Ну я с Любой тогда поем окрошку. Вот беру 2 тарелки. А мы только позавтракали просто недавно, ребята, буквально. То у вас уже вечером. Ну, Вот, расскажи ребятам про разницу во времени. за полчаса до эфира поели плотно, овсянки наелись. Там, короче, У нас 10:40. у нас 10:40 сейчас, ребят. Вот мы завтракали в 9, сегодня суббота, так проснулись поздненько. Вот, ну в общем, погнали. Тогда я 2 тарелочки всего взял. Тарелки я подготовил. Наш замес вот он. Что мы делаем? На одну тарелку щепотка соли. Раз, 2. Даже давайте 3 щепотки. Люблю все по 3 делать. 3. Есть. На одну тарелку пол чайной ложки горчицы. Значит, мы добавим 1 чайную ложку на 2 тарелки. Острота горчицы, ребята, уйдет. То есть смотрите, что я сейчас делаю. Я делаю заправку. Чайная ложка горчицы. Она сейчас с этими перетрется, с желтками. Ух ты. Все, добавил горчицу. 1 желток добавлю. Эти желтки оставлю для следующих. И растираю с горчицей. Класс. Пишет человек, квас по твоему рецепту, сейчас газы спускаем. О, газа спускает. И что, много? Есть газа, да? Я же говорю, смотрите, сколько газов, что сейчас рванет это. Это такой рецепт мы используем в ресторанах. Такой быстрый рецепт кваса. Дома моя мама по-другому чуть делает. Я хочу тоже так делать, но для этого хмель нужен. Такая продается квас в пачках. Видели в магазинах? Квас написано, сухой порошок такой. Вот, там дрожжи только в начале используются, чтобы толкнуть все, а потом уже дальше без дрожжей. Ну, там грибки культивируются и дальше. Тут мы сразу даем их, но дрожжей мало. Открываем. Спускаете газы, это прикольно. О, слышите? О, и он такой вкусный квас. Я, ребята, честно, отгонял всех от кваса. Тут к нам приходили кваса, еще кваса, еще кваса. Еще кваса. Так, я вот эти вот изюм не люблю сильно. Я его вот так вот поднимаю вверх и над мойкой вот так вот скидываю. Такой лайфхак. Вот, и он первый разлетелся в разные стороны. Ну так, по-поварски, по-быстрому, чтобы не цедить. Ну, изюм разбух прикольный. О, какие газы. Покажи, Аннушка, на камеру. Смотрите, какие газы. Ой, какой он классный. Напишите, ребята, как по моему рецепту получился квасик. Ничего лишнего вообще во вкусе. Квас, газики. Там такой хмель сразу в голову бьет, как шампанское. Наверное, чуть-чуть алкоголя есть все-таки, там градус или полградуса. Активного. Я довольный. Так. И добавляем. Смотрите, если вы можете померить своей тарелкой. То есть примерный расклад такой. На тарелку нарезки, тарелка кваса. 1 к 1. То есть можно мерить тогда тарелкой. Я прямо в тарелку наберу. Изюмчики подостаю.
И вот так вот растворю этот желтки и горчицу, вы поняли. И накладываю. Так, это все давай красиво сделаем. И накладываю, ребят. Что я накладываю? Ложку куриного филе, ложку картошки, даже 1,5, ложку огурцов, ложку белков, ложку редиски и ложку зелени. То есть все по ложке, только картошки 1,5 ложки. Прям стихами какими-то, да? И все, и вот она, получилась наша окрошечка. Можно попробовать. Класс. Горчичка в тему. Но смотрите, чтобы сильно ядерное не было. Это не сильно ядерное. Можно даже чуть меньше. Я говорил вам чайную ложку, она валила вот так вот, потому что я горчицу люблю. Делайте меньше, чтобы вкус не перебивала. У меня чуть-чуть она так доминировать начала, потому что это не наша горчица, она, как сказать, по остроте слабая, но вот по вкусу по какому-то сильная. Ну, типа для бургеров, тут же все помешаны на бургерах. Так, теперь берем ополовничек и наливаем. Квас зачет вообще. Квас зачет. И набираем наш окрошку, ребята. Люба, будешь есть окрошку? Окрошку. Ты еще не ела ни разу в своей жизни окрошку. Видишь, как удобно, что папа кулинарный канал запустил. Начинаем готовить всякие интересные блюда. Вот сейчас мы, ребята, едим паштет. Сейчас вот Люба ест сосиски, поделюсь с вами. Вот, я сам сделал сосиски из куриного филе, молока и яйца. Рецепт, кстати, есть на YouTube канале. Зеленый шеф рецепт. Напишите в гугле зеленый шеф рецепт. И вы попадете, увидите мои каналы по зелени. А вот когда вы пишете слово рецепт, вы увидите там рецепты. В общем, сосиски делаем сами. Раз. Потом Люба ест паштет, сделали сами. Вот, из куриной. Всякие вот эти мои заготовочки. Там еще хумус есть замороженный. Паштет из куриной печени. Огонь вообще. Просто класс. Очень вкусный, полезный. Творог я сделал сам, стоит в холодильнике. Это все так приятно, когда делаешь сам своим родственникам, своим родным. И сам понимаешь, что я могу делать творог. Я могу делать то. Это как какой-то навык. Вот защищенности какой-то, ребята. Что ты это умеешь делать, а остальные не сильно умеют это делать по факту. И я заметил, что тут есть люди, которые приезжают в Мексику и в другие страны, сейчас многие там уезжают, и в какой-то момент растерялись, чем заниматься, типа, тут, что я буду делать в другой стране там. В другой стране, в любом месте мира вас всегда спасет кулинария, поварство. То есть я заметил, многие наши, когда вот растерялись, что делать, они начинают просто готовить, делать творог, делать пельмени, делать паштет, голубцы, продавать все это. И все, и получается, что, во-первых, они всегда сытые, потому что они всегда готовят, как бы базовая потребность поесть закрытая. А второе, они продают то, что приготовили, и у них денежки появляются, покупают все остальное. И такие цены, типа $15 килограмм пельменей. И берут, и я беру, потому что не всегда есть время налепить. Все, ребята, наша окрошка готова. Сейчас я ее украшу микрозеленушкой. Вот так вот сверху. Вау! Вот она, окрошечка, вам не видно, видно, не видно. Напишите, как у вас получилась окрошка? Кто делал? Поставьте цифру 1, ребята, кто делал окрошку. И вот, покажи, Анушка, вся нарезка вот наша. Вот он, квас наш. Вот он я. Квас, огонь просто. В России хотят ли раз в неделю? Хотите ли, ребята, вот, раз в неделю делать такой стрим, готовить разные блюда, знакомиться поближе? Может, вы будете задавать идею какую-то, типа, дайте идею шефу, что приготовить. Там, шеф, подскажи, давай сделаем то, какой-то хэштег придумаем. Шеф научит, допустим, хэштег. Шеф научи. Я больше 12 лет проработал на профессиональной кухне, и так получилось, что я залетел в зелень. Ну, судьба меня так подвела к зелени, и стал зеленым шефом по зелени.
ну как сказать, просто в тот момент, когда я открывал рестораны здорового питания в Одессе, и у меня была параллельно ферма микрозелени, в какой-то момент ферма микрозелени начала, ну это все связано с зеленью, начала приносить мне больше денег. Ну и сами знаете, я такой посмотрел на две вещи, за двумя зайцами гнаться, посмотрел, какой заяц жирнее, грубо говоря, затем я и погнался. Ну так. Круто, один раз в неделю с шефом топчик. Как есть. О, раз в неделю топчик. Будем задавать ритм блюд. Хэштег у нас будет «Шеф, научи». Я вам буду рассказывать. Хитростей знаю много, ребята. Всяких поварских, вспоминаю их с радостью и с вами рад буду делиться. Плюс у меня такая, я учился кухне в Одессе. А Одесса это такая интернациональная кухня. То есть там и Россия, и Украина, и Молдова, и Болгария, и Румыния, и там, Турция, и евреи, и татары. В общем, болгары, гагаузы, там столько намешано, и немцы там, и поляки, короче, все там в Одессе. И столько кухонь, я работал в разных заведениях, там всякие блюда мы готовили интересные, вот прям очень. И когда даже ко мне приезжали шеф-повара с России, были моменты, или с Киева, там, мы с ними готовили на каких-то мероприятиях вместе, у всех разный стиль. Они на меня смотрят такие, ё-моё, у тебя как с другой планеты кухня какая-то. Да, все вкусно, все как бы, да, все супер, но как-то все не так, все по-другому. Я на них смотрю, что-то у вас все по-другому. И вот так везде. Я еще работал с индийскими поварами, с Индией, год они тут по контракту жили в Одессе, без выходных, представляете? Приехали ребята на год, без одного выходного работать на кухне. Я был в шоке. Вот такие они зарабичане, можно сказать, на заработки приехали. Год без выходных, ребята. Представляете, я там брал выходные, ходил, но я был шеф-поваром по европейской кухне, они индийскую делали. И вот рядом со мной на одной кухне. И они чисто с Индии, по-английски слабо говорили, по-русски, понятно, вообще не говорили, по-украински тем более. И вот мы с ними, где-то год я с ними работал вместе, много чего научился по индийской кухне, по вегетарианским блюдам. Очень они классные, прикольные. В общем, пробую окрошку. Это как когда я толкаю тост, мне говорят, да садись уже, рассказал, у всех уже нагрелось в рюмках. Так и сейчас я стою с тарелкой, уже окрошка нагрелась, а я вам рассказываю. Бомба. Будешь окрошку, Люба? Редиски, конечно, не хватает. Микрозелень редиски дает такой запах редиски, такой аромат редиски, но вкус вот этой хрустинки и горечи редиски нету, конечно. А если у вас редиска есть в рецепте, у вас окрошка получилась круче. Ну что, ребята, всех обнимаю, поднимаю. Спасибо, что Подожди, тут пришли. у тебя пару вопросов. Ты обещал рецепт хумуса. Люди спрашивают. Рецепт хумуса есть на канале Зеленый Шеф Рецепт. Был, да. Был, да. Зайдите ко мне на канал YouTube, не зелень, а Зеленый Шеф Рецепт. И просят еще люди приготовить в прямом эфире плов. Будем обсуждать. Во, на следующей неделе, наверное, плов будем в прямом эфире готовить. Спрашивают про сметану. Не кладете ли вы сметану? В окрошку? Не кладу. Не знаю, можно ложить сметану, как в борщ. Я не кладу. У нас еще ресторанный есть рецепт окрошки. Я бы сейчас его приготовил, но не хочу. Берете минералку 1 к 1 с йогуртом или с кефиром. Тоже желтки. Вот как я все делал, желтки горчица, только заливаете минералки и кефира. И перемешиваете 50 на 50. И заливаете этим вот этот, все вот это наше кубиком порезанное. И получается окрошка с кефиром такая прикольная тоже. Ну вот, в меню всегда было у нас 2 окрошки, на квасе и на кефире в Одессе. Еще кто-то из подписчиков писал рецепт окрошки на майонезе с минералкой тоже. Я думаю, вкусно, потому что майонез, он такой засранец, что он вкусный. Ну, все люди как бы в основном ложатся на рецепторы хорошо. Но мне не нравится вот это майонез, жир там. Короче, окрошечка должна быть легенькая, летняя, мое мнение. И поэтому квас или кефирчик в самый раз залетает. На сыворотке еще есть рецепт, но не пробовал. Напишите, кто пробовал, может. Как у вас окрошка получилась? В комментариях пишите, что там. Получилась окрошка? Вкусно? Сделали? Заканчиваем окрошку, остывает картошка. Спасибо вам, шеф. Все, ребята, всем пока-пока. Зеленый Шеф Рецепт. Рад, что были на прямом эфире. Будем делать их чаще. Еще будет в следующий раз 3 телефона. Еще и в ТикТок будет прямой эфир делаться. Сейчас на 2. Прикольно получилось. Всех обнял, поднял. Рецепты творога, рецепты паштета, рецепты хумуса, как делать хмели-сунели.
заходите на YouTube канал. Ссылка, кто уже на YouTube канале сидит, хорошо, там это есть. А кто в Инстаграме сидит, Аннушка, там в шапке профиля есть ссылка на YouTube, да, или нет? Ну и можно в рилзах смотреть рецепт. А можете в рилзах есть рецепты, в рилзах дублируется все, что есть в Ютубе. Так что в рилзы и Инстаграма заходите, ну поняли, что такое рилзы на весь экран видео. И там есть хумус, все дела, там найдете. И будет еще больше, буду стараться для вас. Плюс мы будем ходить по магазинам, смотреть, что выбирать, этикетки читать, как мясо определить, рыбу лучше, овощи. Все вот эти нюансы, как хранить в холодильнике, чтобы не портилось. Чтобы мы меньше выкидывали, меньше тратили денег, меньше тратили времени, а больше радовались жизни, тем, потому что кушаете правильное здоровое питание и у вас в желудке все хорошо. Поняли, какой принцип? Пятерочка именно. Меньше время тратим, меньше денег тратим, больше тратим времени на жизнь, потому что у нас в желудке все хорошо и мы все знаем. Вот так примерно. Все лучшие, все пока. До свидания, ребята. До следующих выходных. А также среди недели смотрите лайвы, шорты будут, видео сейчас широкое выйдет, как я сосиски делаю, вот люблю показывать. В общем, будет много чего интересного. Всем пока-пока. А как отключить эфир? Я не знаю. Так, просто сверни Инстаграм и все. И Ютуб он сверни. Завершить. Да, и на Ютубе нажимай. Я глоточек кваса сделаю, а то в горле что-то пересохло. Ну-ка ты тут помоги. Я Класс. там, а ты тут. Квас огненный. Я вот наверху нажал, завершил.